1018 на YouTube. Всем привет, вы на канале Пользы.нет. Меня зовут Саня, и сегодня я представлю вам свой персональный топ смартфонов, на который я бы обратил свой взгляд при покупке на Алиэкспрессе во время распродажи 11.11. Если вы успеете купить их по указанным в ролике ценам, то вы будете однозначно рады. Данный топ не будет иметь разницы в местах между первым и последним, так как каждый из претендентов по-своему интересен и хорош. Я постарался осветить вам наиболее интересные предложения в довольно широком ценовом диапазоне и для разных аудиторий, как для игроманов, так и для любителей хороших мобильных фотографий. Самые вкусные предложения вы можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, как и ссылки на полноценные обзоры большинства смартфонов. Логично, что такая цена у смарта получается при использовании купона, который необходимо брать до 11.11. Вы, соответственно, просто переходите по ссылке, берете купон, либо ищете на Алишке сами, берете купон у продавца и после этого еще применяете промокоды, опять же, которые можете найти либо в моем телеграм-канале, либо еще где-то. Вот таким образом у вас получится ценник, который я укажу в ролике. Он будет живой первые часы 11 числа, как будет дальше, я не знаю. На вашем месте все, что вам в интернете попадается, я бы закидывал в корзинки и ждал уже, и решал потом уже на месте, что вы хотите купить, а что нет. Потому что по-любому самое интересное и веселое будет раскупаться моментально. Это я не разогреваю распродажу, это факт. Те, кто покупали на Али во время сейлов, в курсе, что именно так и происходит. Все эти телефоны, которые я буду перечислять во всех 10 местах, я обозревал лично, тестировал, и все они мне по какой-то причине понравились. Тем более они мне понравились за цену, которая будет на процентов, наверное, 30-40 выше, чем та, которую я вам сегодня назову. Вне данного топа будут смартфоны, которые я еще не купил или купил, но они еще не успели мне прийти. Но если вы смотрите мой топ, значит вам интересно мое мнение касательно предложений наших братьев-китайцев. И вы не прочь сэкономить пару-тройку, а иногда и 5000 рублей по сравнению с прайсом российского ритейла. А насчет некоторых моделей даже и 20 тысяч. Впрочем, довольно слов, информации будет море, и все интересные варианты нужно успеть закинуть в корзину до начала распродаж. Напоминаю, что на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 11 числа я разыграю 20 Mi Band 6 серии. Приходите на стрим, узнаете условия, но они будут максимально простые, и они будут связаны с этим роликом. И третий момент, я разыгрываю двое часов за 17 и 25 тысяч, Pixel 5a и Pixel Buds A. Все ссылки на все обзоры с розыгрышами в описании. Полетели. На 10 место моего топа я поставил всем известный смарт Realme GT Master Edition. Этот смарт уже всем известен, довольно давно продается, даже в Российской Федерации он официально продается много где. Ценник лучше не смотрите, потому что желание покупать в РФ у вас сразу отпадет. И да, для большинства из вас означает это лишь то, что можно пойти в ближайший магазин и повертеть его в руках, потрогать. Все дело в том, что официальная российская розница предлагает его по цене 29 тысяч, иногда делает мини-скидки, но там, где 29, уже не важно, какие скидки. И вы, наверное, сильно удивитесь, посмотрев на цену на Али во время распродажи. По ссылке спойлера она будет 19 219 рублей. Как вам такое? Еще считайте, еще кэшбэк можно получить и по карте, и собственный кэшбэк. То есть реально купить в районе 18. Ладно, закончили спойлерить и кратко расскажу вам плюсы и минусы смартфонов, чтобы вы решили для себя, нужны ли вам смарты в принципе, а все цены вы посмотрите и так по ссылкам в описании, как я уже говорил. Плюсом данного смарта являются отличная комплектация с комплектной зарядкой на 65 Вт, интересный дизайн смарта с задником, как некоторые шутят, в виде чемодана, наличие мини-джека, хороший AMOLED-дисплей производства Samsung с разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек и частотой обновления в 120 Гц. Штатный DC-диминг прямо в оболочке и полноценный Always On дисплей. Да, я знаю, что во флагманах всегда полноценный Always On дисплей, но широко известная компания Xiaomi в некоторые свои смартфоны умудрилась установить AOT, работающий лишь 10 секунд. Поэтому полноценный Always On дисплей я буду относить к достоинствам смартфона. Процессор Snapdragon 778G подразумевает стабильную работу и возможность установки приложения Gcam для любителей улучшить штатную работу камеры. Основной модуль камеры на 64 мегапикселя позволяет снимать максимум в 4К 60 FPS. Качество съемки неплохое, как и качество фотографий, если похимичить, даже хорошее. Фронталка терпима, как и все у Realme. Оболочка Realme UI 2.0 на базе Android 11 работает стабильно и без глюков. Кстати, по поводу камер, все примеры работы камеры обязательно в условиях ограниченной видимости, то есть ночью и дневных условиях, плюс еще входы, я обязательно записываю в роликах. То есть, если вы хотите примеры работы камер данных смартфонов из разряда достал из брюк и снял, можете посмотреть мои обзоры, плюс обязательно читайте комментарии. Там в комментариях под роликами уже очень много пользователей. Как восторженные отзывы, так и негативные. Поэтому, чтобы оценить, насколько аппарат вам подходит или нет, лучше узнать все. Оперативной памяти 6 или 8 гигабайт хватает для большинства сценариев. Встроенной памяти может быть 128 или 256 гигабайт. Для большинства покупателей, в принципе, этого за глаза. Последняя версия Wi-Fi 6 также на
борту. Если кому-то вдруг нужна поддержка сети 5-го поколения, она здесь тоже есть. Wi-Fi 6 актуален, напоминаю, только для тех, у кого есть гигабитная сеть Wi-Fi-овская. Штатная и очень полезная фишка Realme UI является вшитая в оболочку запись звонков без предупреждения собеседника. Многим она может пригодиться. Оплата NFC смартфоном работает без проблем, GPS показал не максимально возможную точность, но терпимую. Аккумулятор имеет неплохую емкость 4500 мАч, заряжается очень шустро и позволяет целый день не искать розетку поблизости. К минусам данного смартфона я отнесу отсутствие стереозвука, это такой приличный фейл, хотя единственный динамик довольно хорошего качества. Отсутствие возможности расширить память за счет карты памяти, также нет ЭК-порта, нет защиты от влаги и пыли, даже лоток для сим-карт не прорезинен. Халявщики. Датчик отпечатков пальцев в экране иногда глючит и не срабатывает с первого раза. Подбородок в экране приличный. Нет беспроводной зарядки, но это же не флагман. Ночная съемка печали, разумеется, нет защиты от влаги. Больше, как по мне, недостатков у смарта нет. А если взять цену, за которую можно купить его на сейле на Али, то эти недостатки блекнут на фоне достоинств из расчета на вложенный рубль. Отличный смартфон. На 9-е место моего топа я поставлю Realme GT Neo Flash Edition. К плюсам данного смарта я отнесу отличную автономность, еще один необычный дизайн тыльной части смартфона, приличный экран производства, вы не поверите, Samsung. Довольно привычно, правда? И частота обновления в 120 Гц с поддержкой полноценного Always On Display. Размер экрана 6,43 дюйма. К экрану стоит добавить игровой отклик сенсорного слоя. 360 Гц это не космос, но близко к этому. А в совокупности с 4D вибрацией смарт намекает на игровую направленность. Стереодинамики на борту, что отлично. Есть два вида разблокировки по отпечатку пальца в экране и по лицу. Работают оба способа без замечаний. Комплектация, как всегда, у Realme отличная, включая и блок питания с быстрой зарядкой на 65 Вт, и чехол, и наклеенную защитную пленку с олеофобным покрытием, которую все равно стоит поменять. Поддержка беспроводных кодеков отличная, NFC, GPS и Bluetooth работают на высшем уровне, есть игровой режим GT, хотя, если честно, по мне он такой бесполезный. Мини-джек есть, это тоже порадует геймеров. Процессор MediaTek Dimensity 1200 работает стабильно, играть с ним вполне можно неплохо, но я MediaTek недолюбливаю, думаю, как и вы. Давно уже прошло, с другой стороны, время, когда игры оптимизировались лишь под процессоры Snapdragon. Другой вопрос, что обвес всегда страдает. Ну да ладно. Оперативной памяти доступны варианты на 8 и 12 гигабайт и постоянно на 128 или 256 гигабайт типа последнего UFS 3.1. Очень быстрая и хорошая память. Оболочка стандартная Realme UI 2.0 на базе Android 11. Вопросов к ней нет. Стандартная поддержка Wi-Fi 6, 5G сетей, Bluetooth 5.1 с комплектом кодеков. NFC работает несмотря на китайское происхождение смарта. Google Pay поддерживается, GPS имеет точность в 1 метр. Аккумулятор на 4500 мАч выдает ровно 8 часов PC-марки, и это неплохой результат. Заряжается родной зарядкой чуть больше, чем полчаса. Отличный результат, если не брать в расчет последние новинки от Xiaomi со 120-ваттной зарядкой, но они и стоят других денег. По камерам все более-менее неплохо, но вы же знаете, что игровые смартфоны не про камеры. По цифрам, основной модуль на 64 мегапикселя, есть еще ширик и макромодуль. Фронталка на 16 мегапикселей. Максимум смарт умеет снимать видео в 4К 60 FPS. Фронталка может максимум 1080p и 30 FPS. Ширик по мне хорош. Минусы, кратко их перечислю. Нет кнопки включения DC-диминга в настройках, нет поддержки карт памяти, вибра слегка топорная по сравнению с флагманами, яркость экрана далека от максимальных значений, выдаваемых флагманами. В играх случаются редкие фризы, но цена все указанные недостатки, если не убирает, то нивелирует очень близко. Единственное, напомню зрителям о таможенном налоге в 15% на покупки свыше 200 евро в Российской Федерации, не забываем о нем. То есть, проще говоря, все, что дороже примерно там 16 тысяч рублей, если курс не будет плавать, вы свыше этой суммы должны заплатить 15% таможенного налога, если доставка не из России. Доставка из России, вы никаких налогов не платите. Доставка не из России, что касается и других стран, у вас просто другие пороги, может быть больше, может быть меньше 200 евро. Так вот, для примера, если у вас смарт стоит 18 тысяч рублей, вы читаете из 18 16, это не облагается налогом, а на 2000 будет налог в 15%, вы заплатите 300 рублей. Я не считаю, что космос, если посмотреть, сколько у нас в ритейле стоят разные рода девайсы. А кто беспокоится о гарантии, глобальную гарантию можно всегда купить у продавца, у Xiaomi и у Realme эта функция есть. Добавляете 1000 рублей, и вот, вы как будто купили здесь, но не здесь, потому что дешевле. На 8-е место моего топа я поставил новую модель Realme 8i. Это бюджетный смарт, но даже на него есть цены более выгодные, чем российская розница. Кратко по плюсам. Первый плюс — это цена, за которую фирма-производитель умудрилась уместить столько всего. Даже в смарте за $150 есть все, что нужно человеку на первое время, включая чехол, защитную пленку на экране и быструю зарядку с кабелем Type-C. Рамки и задняя крышка, конечно же, пластик. Слот на 2 сим-карты и карту памяти не прорезинен, что неудивительно, но есть возможность расширить встроенную память, что хорошо. Это несомненный плюс в данном ценовом сегменте.
комплекте. Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания работает хорошо, и такой вариант гораздо лучше, чем на тыльной крышке. Привет, Pixel 5a за 45 тысяч рублей, который я, кстати, разыгрываю. Мини-джек есть, и привет, Pixel 6 за 599 евро. И сразу вспомнил ролик Google Pixel A5G от августа 2021 года, в котором Google подкалывает Apple, сравнивая космический корабль с мини-джеком. И через полгода выпускает Pixel 6 и 6 Pro без мини-джека. Нестыковочка вышла Google. О, ладно, это лирическое отступление. Дисплей у Realme 8i IPS на 6,6 дюйма. Кто у меня про IPS спрашивал? Вот и он. С разрешением Full HD+, 1080 на 2412 точек. Абсолютно нормальное разрешение. И плотность пикселей здесь тоже хорошая. 401 ppi норм. Пиковая яркость, правда, не космос 600 нит, но позволит вам на солнце разглядеть входящую смс без проблем. Частота обновления экрана максимально заявленная в 120 Гц. Картинка плавная. Понятно, что 120 Гц этот процессор вряд ли вывозит, но где-то плюс-минус. Процессор от Mediatek Helio G96 работает без видимых фризов. Оболочка стандартная для Realme UI 2.0 на базе Android 11. Оперативки на выбор доступны 4 или 6 гигабайт, постоянной памяти 64 или 128 гигабайт. Формат UFS 2.1, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1 на борту. В эту цену Realme умудрились установить модуль NFC с поддержкой GPay. GPS работает, как всегда, для Realme без проблем, идеально. Аккумулятор на 5000 мАч показал в PC-марке вполне неплохой результат: 7 часов 50 минут, притом на максимальной яркости и 120 Гц. Еще 20% осталось, напоминаю. То есть телефон минимум день живет. И заряжается он полностью, этот смарт, за 1 час 47 минут родной зарядкой на 18 Вт. Не самый ужасный результат, самый ужасный будет скоро. Скоро о нем расскажу. У Narza 50A. Производительностью данный смартфон не блещет, но вы же не ожидали здесь 800 тысяч попугаев в Antutu. По камерам тоже все средненько. Основной модуль на 50 мегапикселей и 2 затычки по 2 мегапикселя. Фронталка на 16 мегапикселей. Видео смарт пишет максимум 1080p 30 fps. Минусы: здесь моно, защита от пыли и влаги нет, ЭК-порта нет, датчик приближения иногда глючит, беспроводной зарядки нет, в играх знатно греется и лагает, что неудивительно, но в танке можно играть без проблем. На запись видео в 4К не рассчитываете вообще. Но по цене в распродажу вы в российском ритейле не купите вообще ничего близко похожего по качеству. Для детей, родителей или людей, которым не нужны фотографические изыски с играми, а нужна рабочая ложатка с нормальным дисплеем, однозначный фаворит. Напоминаю, здесь IPS, а не AMOLED, что большая редкость для рынка. Седьмое место моего топа занял Xiaomi 11 Lite 5G NE. К плюсам смарта я отнесу минимальный вес, всего 158 граммов, очень тонкий корпус, всего в 7 мм, экран с частотой обновления 90 Гц, поддержка сетей 5G, стереозвук и поддержка карт памяти, хоть и на гибридном слоте. AMOLED-экран размером 6,55 дюйма, разрешением 2400 на 1080 точек, с поддержкой HDR10+, защищен защитным стеклом Gorilla Glass 5 версии. Плотность пикселей 402 ppi, здесь есть полноценный настраиваемый Always On дисплей, сканер отпечатка пальцев в кнопке питания, хорошее решение, и это удобно. Прод Snapdragon 778G, память не самая топовая, оперативка LPDDR4X на 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2, не печаль, но вот так. Есть 128 или 256 гигабайт. В играх проц яркость не сбрасывает, что неплохо. Все необходимые средства связи, такие как Wi-Fi 6, Bluetooth последней версии 5.2, GPS, NFC с поддержкой GPay, все завезли. Аккумулятор на 4250 мАч заряжается полностью штатной зарядкой на 33 Вт за 1 час 15 минут. И в PC-марке он показывает время работы 7 часов 18 минут. По камерам все довольно неплохо. Основной модуль камеры на 64 мегапикселя, ширик на 8 и макромодуль на 5 мегапикселей. Видео снимает максимум в 4К 30 FPS и при этом хорошо. Фронтальная камера имеет разрешение в 20 мегапикселей, снимает видео максимум в скромной 1080p 30 FPS. По минусам: нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет защитной пленки в комплекте, у кнопок есть небольшой люфт, нет защиты от влаги и пыли, DC-диминга нет беспроводной зарядки, в тяжелых играх смарт греется и лагает. В Российской Федерации он продается, и я настоятельно рекомендую при наличии возможности посмотреть его экран перед заказом на Али. С глазами я шутить не советую, шим там приличный. По ссылке в прикрепленном комментарии я уверен, что вы увидите цену на Али и сделаете осознанный выбор. Хотя, смотря как смотреть, но это самый тонкий и самый классный в этом смысле аппарат, который я встречал. Все, кто в руки получают этот смарт, они дико удивляются, как такое могли сделать. В этом смысле Xiaomi-то молодцы. Шестое место моего топа принадлежит сегодня Xiaomi 11i, и те, кто видели сравнение его с Nord 2, поймут почему. Кратко по плюсам. Топовый на данный момент Snap 3 восьмерки. Отличный комплект, включающий в себя переходник с Type-C на мини-джек. Конечно же, блок питания на 33 Вт с кабелем для зарядки. Чехол, пленку, скрепку и сам смарт. Стереозвук, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Слот для сим-карты здесь прорезинен, хотя влагозащита не заявлена официально производителем, но она какая-то есть. Дисплей AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, и
частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость 1300 нит, как во флагманах, частота отклика экрана приличные 360 Гц, как в игровых смартах. Always on Display полноценная, разблокировка по лицу узнает даже если вы в очках с прозрачными стеклами. Оболочка здесь стандартная для Xiaomi, MIUI на базе Android 11. Оперативки доступно 8 ГБ типа LPDDR5, встроенный на выбор 128 или 256 типа UFS 3.1, последненькая. Все необходимые коммуникации последней версии на борту, Wi-Fi 6, 5G, NFC с поддержкой GPay, Bluetooth 5.2 со всеми беспроводными кодеками высокой и стандартной четкости. GPS показал достойную точность 3 метра, но не минимальную, как Realme. Аккумулятор на 4520 мАч показал в PC-марке 9 часов 9 минут работы на максимальной яркости с максимальной частотой обновления экрана. Еще 20% осталось, и заряжается он штатной зарядкой всего за 58 минут. Antutu показал более 762 тысяч попугаев, но это же топовый процессор, что неудивительно. Камеры лично по мне отличные. Основной модуль на 108 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей, телемакро на 5 мегапикселей. Видео снимает максимум 8К 30 FPS и 4К при 60 или 120 FPS. Фронталка на 20 мегапикселей может снимать максимум 1080p при 60 FPS. Минусы: нет активации штатного DC-диминга в оболочке, в тротлинг-тесте не лучшие показатели, ночной режим съемки не очень. Влагозащиты официальной нет мини-джека, карты памяти не поддерживаются. Блок камер выпирает довольно сильно. Вот такие, в принципе, все минусы. 11.11 реально его купить с доставкой по РФ за 36 тысяч рублей. Вы не будете платить таможенный сбор, а если из Китая, то, в принципе, там даже с таможенным сбором еще дешевле. Смотрим. Отличный прайс за такие спеки, правда? На пятом месте моего топа находится Realme GT Neo 2. Довольно новый смартфон, но уже стал достаточно популярным в определенных кругах. Плюс появилась глобалка. К плюсам данного смарта хочу отнести тач на 600 МГц, топовый процессор, отличная стабильность, рабочий модуль NFC и поддержка русского языка, несмотря на китайскую версию смартфона. Кстати, кто не подписан, подпишитесь с колоколом и напишите, какой мне еще смартфон купить для того, чтобы рассказать вам. Потому что все, что я перечисляю, у меня все было на руках, и все это дело я покупал. После этого либо перепродавал, либо оставлял себе для коллекции. Допустим, этот смартфон, разумеется, у меня в коллекции остался, потому что он нереально классный. Комплект для почти всех смартфонов Realme, конкретно про Neo 2, за исключением супербюджета, довольно приличный, включая зарядку, защитную пленку и чехол. Задняя крышка из стекла, есть версия веселой салатовой расцветки, как у меня. Размеры стандартные, а вес 204 грамма. Да, когда я троллил iPhone 13 Pro с 205 граммами, я не думал, что Realme выпустит подобный аппарат с таким весом, с одной стороны. С другой стороны, он значительно больше. Экран-то больше и вес больше. Защитное стекло экрана Corning Gorilla Glass 5 вполне неплохо справляется со своей функцией защиты от царапин. Естественно, пленку сдирать не надо, пока вы не купите защитное стекло. Стереозвук завезли, это не может не радовать. Слот для сим-карт прорезинен. AMOLED-дисплей на 6,62 дюйма имеет почти стандартное в 2021 году разрешение 2400 на 1080 точек. И плотность пикселей не космос, 397 ppi. Так непривычно, когда меньше 400, правда? Яркость дисплея 1300 нит позволяет пользоваться им в самом ярком солнце. Частота обновления экрана 120 Гц вкупе с игровым тачем дают некоторые намеки на принадлежность смартфона к игровым. А точнее, я считаю, что это чистой воды игровой смарт, просто чуть в другой оболочке. DC-диминг есть, и это хорошо. Always on Display полноценный, хотя в аппаратах Realme я другого и не встречал. Xiaomi, смотрите, как надо делать, даже в бюджетниках. Прот Snapdragon 870 стабильненький, GPU Adreno 650, оперативка LPDDR4X на 8 или 12 гигабайт, постоянная память на 128 или 256 гигабайт формата UFS 3.1. Оболочка стандартная для Realme UI 2.0 на базе Android 11. Wi-Fi 6 серии, 5G сети поддерживаются, виброотклик отличный, настраиваемый. Bluetooth версии 5.2, последняя. Оплата смартфоном работает без проблем. GPS на холодную показал точность 3 метра, а не 1 метр, как у остальных представителей бренда. У большинства представителей бренда, что странно. Но у меня смарт был на тесте не глобальной версии, а китайской, хотя мало они чем отличаются. Аккумулятор на 5000 мАч показал в PC-марке время работы 8 часов 55 минут. Это очень хорошо. Заряжается штатной зарядкой смарт полностью за 34 минуты. Тротлинг-тест смарт прошел на отлично. Играть приятно, аппарат не греется и не лагает. Камеры стандартные для Realme, чудес не показывают, но снимают без провалов стабильно. Максимум основной модуль на 64 мегапикселя может снимать в 4К 60 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать в 1080p при 30 FPS максимум. Минусы: нет поддержки карт памяти, нет бенда 20, кому он будет нужен, об этом уже все знают. Нет беспроводной зарядки, нет мини-джека. ИК-порта тоже нет. Если вам смарт больше для игр, чем для камеры, это однозначно ваш претендент. Особенно во время сейла 11.11. Вообще, если вам не нужны камеры, то он идеален, потому что реально его купить в районе 22 тысяч, и учитывая, что я покупал за 30-ку, я считаю, что это нереальный космос, что они могут продать такие смарты за такие деньги.
деньги. Realme демпингует Xiaomi по всем фронтам, и если суммировать BBK, а BBK это Oppo, Realme, Vivo и OnePlus, посмотрите, кто кого делает. Все говорят про рост Xiaomi, а посмотрите, что Vivo сделала в Китае. Да, им плевать на наш рынок, но то, что они творят там, а там они творят космос, они обгоняют всех. Как только Huawei ушел с рынка, кто занял их место? Вы думаете, Xiaomi? Нет, BBK, точнее Vivo. Хитрецы они. И смартфоны у них хорошие, хотя не особо у нас распиарены. На 4-е место моего топа я помещу Realme GT. Один из самых дешевых и первых игровых смартфонов на Snap 3 восьмерках. Он набирает в Antutu 786 тысяч попугаев, имеет приличную камеру и мини-джек. У кого-то даже 800 тысяч набирал. Он не зависает в тротлинг-тестах, имеет автономность 8 часов по PC-марку. Минимальный шим экрана и наличие DC-диминга в настройках добавляют ему бонус в карму, притом такой конкретный бонус. Экран имеет частоту обновления в 120 Гц с тачем на 360 Гц, что очень даже хорошо. Минусы есть, но их минимум. Версия смартфона только китайская, хотя есть и глобалка, что на пользователях не отображается, кроме того, что нужно удалить китайские приложения за 3 минуты и установить Google сервисы еще за минуту. Еще к минусам можно отнести практически идентичную внешность с остальными аппаратами бренда, но так как он был чуть ли не родоначальником такого дизайна, понятно, 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro, и он такой весь на 3 восьмерках. Но кто этим не грешит? Apple ввела челку в 2017 году и почти 4 года использует ее, никто не против. Каждый год, вы заметите, и на полках магазинов есть дефицит их смартфонов под 11.11 и под Новый год. Ну да ладно, на Алишке вообще 13 Pro очень тяжело купить, точнее нереально, даже на Тмоле. Хотя это все лирика, комплект стандартен для Realme, все необходимое на первое время есть, и не только на первое. Грани смарта из пластика, к сожалению, но рамка внутри из алюминия, размеры смарта не лопата и вес 189 граммов, вполне более чем комфортный. Мини-джек на борту, аккумулятор на 4500 мАч, показывает в PC-марке 8 часов. Заряжается полностью за 37 минут, проц топовый Snap 3 восьмерки, Adreno 660 ГПУ и максимально быстрая оперативная память LPDDR5 на 8 или 12 гигабайт и постоянная память UFS 3.1 объемом 128 или 256 гигабайт. Добавим к этому отличный AMOLED-экран со 120 Гц и тачем в 360 Гц, наличие в стоке DC-диминга, стереозвук хорошего качества и поддержку Wi-Fi 6 версии и 5G сетей. Получаем почти идеальный игровой смартфон. Почти здесь вообще очень часто ключевое слово, так как до флагмана его везде чуть-чуть не хватает. Все в минусах я перечислю обязательно. Виброотклик хороший, настраиваемый, разблокировка по лицу или по сканеру отпечатков пальцев в экране не тормозит. GPS, NFC и GPay работают даже на китайской версии без нареканий. Always on Display полноценный. На изменения освещения реагируют камеры стандартные для Realme. Основной модуль на 64 мегапикселя, фронталка на 16. Основной модуль снимает максимум в 4К 60 FPS. 8К здесь нет. За эти деньги вообще неплохо снимает. Минусы: не поддерживает карт памяти, лоток не прорезинен, сразу две печали из одного элемента. Нет ЭК-порта, индикатора уведомлений тоже, к сожалению, нет. Хотя это AMOLED, с другой стороны. Беспроводной зарядки тоже нет. FPS в играх залочен на 60, можно разлочить, но нужно химичить и читать долго и упорно 4 PDA. Цена за такие характеристики просто топ. Цену в России не смотрим, если не хотим себя промотивировать купить на Али во время 11.11, потому что то, сколько хотят за этот аппарат в российском ритейле, это бред. Что хотят китайцы на Али за этот аппарат, адекватно. На 3-е место я поставил Xiaomi Poco F3. Я его много хейтил, ужасный момент у него, это основное, сразу же датчик приближения. Никто ничего не исправил, там физическая проблема. Но хорошая в нем это сейчас цена. 11.11 он будет в районе 20 тысяч рублей, притом с бесплатной доставкой из России. Понятно, что это минимальная комплектация, сразу же спойлер на этот аппарат, потому что он настолько же хорош, насколько он плох, и настолько плох, насколько хорош. У него столько всего внутри, что датчик приближения это как будто гвоздь в крышку понятно чего. Почему? Потому что если бы его не было, если бы он не сбрасывал яркость, даже за сбросом яркости, черт с ним. iPhone 13 Pro тоже яркость сбрасывает, притом вообще через 5 минут игры. Я не знаю, кто покупает iOS для игры. Я купил специально 2 планшета новых, новый ноутбук, новый телефон. Я скажу, что они сделали все, чтобы человек не мог играть. Это рабочие штуковины, которые стоят слишком дорого. Это про iOS. А про Xiaomi из плюсов могу отметить мощное железо. У Poco F3 почти все игры идут на ультра настройках, хотя он уже не совсем новый. Отличный комплект, даже переходник на мини-джек положили. Быстрая зарядка на 33 Вт с поддержкой Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Лоток для сим-карт прорезинен, защита от пыли и брызг типа IP53 на борту. Скромно, но есть. Экран AMOLED на 120 Гц защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Имеет размер 6,67 дюйма, стандартный 360 Гц. В Neo 2 600, помним все. Вес смарта 198 граммов, терпимо. Рамка из алюминия, оперативка 6 или 8 гигабайт LPDDR5 и внутренняя память объемом 128 или 256 гигабайт формата UFS 3.1, максимально быстрые. Proc Snap 870 и видео Adreno 650. И хоть и не максимально производительный, но не греется, как печка на Snap 3 восьмерках. Wi-Fi 6 версии, Bluetooth версии
версии 5.1. GPS, NFC, все работает без нареканий. Разблокировка по лицу или отпечатку пальца работает хорошо. Аккумулятор на 4500 мАч заряжает до 100% за 55 минут. В этом он отстает от смартфонов Realme, но впереди айфонов, самсунгов и других. Не будем ставить это ему в минус. В PC-марке аппарат показал 9 часов 53 минуты. Отличнейший результат для его железа. Стереозвук на борту. По камерам ситуация следующая. Основной модуль на 48 мегапикселей, ширик на 8, телемакро на 5 и камера как космос она не снимает. Фронталка на 20 мегапикселей, видео снимает максимум в 4К 30 FPS. Камеры снимают, повторяюсь, средние. На старте продаж было вообще ужас, сейчас более-менее. И для тех, кто реально смотрит ролик полностью, не переключаясь на начало или конец, я вам расскажу, как выиграть 20 Mi Band 6 серии 11.11. Я повторюсь об этом на стриме розыгрыши и 11 числа. Вам нужно по пунктам. Первое, подписаться на мой основной канал, поставить лайк этому ролику, подписаться на телеграм-канал скидок и в описании к этому ролику написать название своего телеграм-канала. Можете на русском языке через пробелы, чтобы YouTube не банил. Можете просто словами, можете в скобках. Он пропускает, посмотрите в других роликах, без проблем данные условия более чем адекватные. 11.11 встретимся с вами. Минусы. Карты памяти не поддерживаются, учитывайте этот факт при покупке. DC-диминга в прошивке нет. Датчик приближения глючит в данном смарте, еще в некоторых аппаратах Xiaomi она официально признала этот недостаток. Датчики теперь закупаются в другом месте. Это можно исправить, но мучиться очень долго. Погуглите, если есть желание. Мини-джека нет, но есть переходник, как вы помните, у большинства смартфонов Xiaomi. Always on Display быстро высаживает аккумулятор. В игровом приложении Game Turbo нет тонкой настройки графики. Работу камер допиливают уже которое обновление, за что спасибо. И пока не занимались допиливанием прошивки данного аппарата, у Poco уже готов новый смарт, о котором я позже расскажу. На втором месте моего сегодняшнего топа OnePlus Nord 2. Плюсы у данного смартфона такие. Камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Хороший процессор MediaTek Dimensity 1200. Не люблю Dimensity, но он у них последний. Адекватная стоимость и отличная оболочка. Комплект стандартен. Есть зарядка на 65 Вт и защитная пленка. Размеры не гигантские, вес 189 граммов, стереозвук на борту, механический переключатель режима звука, как у топовых смартфонов этого бренда. Здесь он в наличии, что тоже плюс, как по мне. Удобно отключать звук, не доставая смартфон из кармана. Официальной защиты от влаги нет, но лоток для сим-карт прорезинен. Экран размером 6,43 дюйма имеет разрешение стандартное 2400 на 1080 точек и частоту обновления в скромные 90 Гц, но который отрабатывает. Выполнен он по технологии AMOLED. Сенсорный слой всего 120 Гц, не игровой. Always on Display полноценный и настраиваемый. Разблокируется смарт по датчику отпечатков пальцев в экране или по лицу. Встроенная память формата UFS 3.1 по объему может быть 128 или 256 гигабайт. Оперативная память LPDDR4X размером 8 или 12 гигабайт, жаль не последняя. Поддержка сетей 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 в наличии. Оплата Google Pay с помощью модуля NFC проходит. GPS работает без проблем. Аккумулятор на 4500 мАч заряжается полностью за 37 минут. Батарею, согласно PC-марке, держит 8 часов 37 минут. 20% остается. Это на максимальной яркости и максимальной герцовке в 90 Гц. Производительности смартфона хватает. Камеры имеют следующие характеристики. Основной модуль Sony на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширик на 8 мегапикселей и черно-белый модуль на 2 мегапикселя. Съемка на основную камеру возможна максимум в 4К 30 FPS. Фронтальная камера на 32 мегапикселя может снимать только в 1080p 30 FPS. Минусы. Фронталка снимает по мне не очень хорошо. Нет беспроводной зарядки, нет поддержки карт памяти, нет мини-джека и переходника под него тоже не положили. DC-диминга нет защиты от влаги и К-порта тоже нет. Лучшая, как по мне, оболочка и допиленный софт делают свое дело. И цена за него на распродаже просто мечта. На первое место сегодняшнего топа я поставил OnePlus 9 Pro. Плюсы данного аппарата — это, во-первых, точно такая же оболочка Oxygen OS, 822 тысячи баллов в Antutu, возможность снимать видео в 8К 30 FPS, и хоть не всем она нужна, и плюс аппарат все еще залочен под 5-минутное видео. Плюс он, разумеется, греется, ничего не поменялось. Защита от влаги, фирменный переключатель режимов звука, отличный дисплей, практически топовая камера, и все это за цену в половину стоимости флагмана от Samsung или Apple. Комплект хорош, даже чехол прозрачный силиконовый. Даже не прозрачный чехол, а чуть-чуть лучше положили. Экран с изменяемой от единицы до 120 Гц герцовкой типа LTPO. Яркость экрана достаточная, экран не водопад. Беспроводная зарядка на 50 Вт — это космос просто. Комплектная зарядка по проводу на 65 Вт заряжает аккумулятор на 4500 мАч за 28 минут. Есть защита от влаги IP68. Еще одно различие есть в установленных оболочках. В китайских смартфонах это ColorOS, а в глобалке Oxygen OS. Притом я напоминаю, что если вы покупаете китайскую и перепрошиваете на глобалку, вы не получаете то же самое. Это факт. Стереозвук отличный, Wi-Fi 6, NFC с GPay работает, USB здесь версии 3.1 наконец-то. Единственный смарт, который может быстро по кабелю
что-то перекидывать. Вспоминаем iPhone 13 с Lightning. Bluetooth версии 5.2, PCMark показал 7 часов автономности, что не так и много, а я бы сказал печально. Proc топовый, но даже он не тянет Genshin Impact на максималках. Камеры здесь отличные, а именно основной сенсор Sony на 48 мегапикселей, ультраширик на 50, макромодуль на 8 и модуль монохромной съемки на 2 мегапикселя. Фронталка на 16 мегапикселей также от Sony. Есть оптическая стабилизация у основного модуля и модуля макросъемки. Видео Smart может снимать максимум 8К 30 FPS. Есть возможность съемки слоумо роликов, притом в 4К и 120 FPS. Вопросом по камерам лично у меня с оптической стабилизацией нет. Все в общем на уровне и допилили, молодцы. Я на него довольно часто снимаю ролики и много уже снимал. Минусы. Размещение сканера отпечатков пальцев будет не всем удобным. Мне показалось, что его разместили слишком низко и срабатывает он не всегда с первого раза. Шим есть, к сожалению. DC-диминг можно активировать только через ADB. Нет поддержки карт памяти, нет ЭК-порта, нет мини-джека. При съемке нет ограничений по времени съемки, только при 4К 30 FPS 5 минут. Селфи-камера без улучшалок сама улучшает фото очень сильно. Плохо, что это нельзя изменить никак. Тротлинг все еще есть, но меньше, чем в Xiaomi Mi 11. За эту цену на распродаже 11.11, а именно 37 тысяч, за версию 6128 лучше смартфона, как по мне, вообще не найти. Единственное, какой смартфон я сюда не добавил, я добавлю его в описании, что ролик, что ссылку на него, это Realme GT Master Explorer Edition. Это лучший смартфон, от которого я и получал нереальную радость, но единственная его огромная проблема не в цене, не в производительности, не в каких-то других вещах, а в том, что у него нет глобалки. Это нереально крутой по материалам, по оболочке, по железу и по сбалансированности смартфон, которым многие называют субфлагманом. Я бы его вообще флагманом назвал на Qualcomm Snapdragon 870. Я его юзал долго, прожарки есть на канале. Обратите на него внимание, если вам не нужна глобалка. Вы будете просто в нирване, потому что когда люди его покупают, посмотрите в комментариях к ролику по поводу этого смартфона, они его защищают так, как будто это единственный смарт, который существует на рынке дороже $200. Вне топа я расскажу вам о самых интересных новинках, которых у меня еще нет на руках, но по спекам и первым отзывам они манят потенциальных покупателей, включая меня, очень сильно. OnePlus 9 RT мне уже в пути, но я его еще не тестировал. Это еще один смарт от корпорации BBK. Спеки просто огонь. Proc топовый, Snapdragon 3 восьмерки с доработкой системы охлаждения. AMOLED здесь на 6,62 дюйма со 120 Гц частотой обновления LPDDR5, 8 или 12, встроенный 128 или 256 UFS 3.1. Разумеется, Bluetooth, Wi-Fi, последний NFC с поддержкой GPI, GPS-модуль, стереозвук. И все это радует, но две вещи настораживают. Первое — это оболочка ColorOS. И второе — отсутствие официальной международной прошивки пока. Хоть и русский язык в наличии из коробки, но это пока не точно. Можно еще расстроиться, что нет беспроводной зарядки или защиты от влаги, но в эту цену большинство смартфонов не предполагают таких плюшек. Ориентируйтесь на стоимость, хотите — рискните. Я точно буду рисковать, потому что мне этот смарт интересен. Poco X3 GT у меня на руках. Обзор будет через 2 дня. Отлично интересный претендент на покупку. Его я не внес в список по той причине, что обзор будет послезавтра. Но я его уже протестировал. MediaTek Dimensity 1100, оперативка, все отлично. В первую очередь то, что они запихали туда IPS-матрицу. У всех AMOLED, у них IPS. Экран на 120 Гц, тач на 240 Гц. Быстрая зарядка за 40 минут полностью заряжает 67 Вт на 5000 мАч его аккумуляторов. Внутренняя память UFS 3.1, и в целом я этот аппарат советую, учитывая, что на сейле его реально можно будет купить за 19 тысяч. Обзор обязательно смотрите. Его я добавлю в описание, как только я его выгружу. Он, в принципе, уже готов. Просто я сначала хотел выгрузить топ. Redmi Note 11, 11 Pro и 11 Pro Plus. Это Xiaomi презентует сразу 3 штуки их. Отличие между 11 и 11 Pro Plus в объеме аккумулятора и типе быстрой зарядки. Не думаю, что они что-то супер новое сделали, но в Redmi 11 Pro Plus аккумулятор на 4500 мАч и зарядка 120 Вт. Обещают заряжать смарт за 19 минут. А Redmi 11 Pro имеет аккумулятор на 5160 мАч и быстрая зарядка на 67 Вт. И заряжается с 0 до сотки он за 44 минуты. Смысла рассказывать про то, что у них есть полноценный Always On дисплей, нет. Почему? Потому что там процессор MediaTek Dimensity 920. И я думаю, все уже улыбнулись, учитывая, что знают мое отношение к Dimensity. То есть, проще говоря, если вы хотите рискнуть, я бы рискнул. Особо расписывать не буду его. Можете, в принципе, почитать субтитры к данному ролику. Там будут по-любому его спеки, включая то, что у него Bluetooth последний 5.1, что у Note 11 тоже дисплей IPS на 90 Гц, у него уже Dimensity 810, а у прошки 920. И, в принципе, здесь все плюс-минус то же самое. Я не думаю, что они сделали какой-то новый космос. А вот следующий аппарат, Poco, это темная лошадка. У него будет Dimensity 810, и самое главное, цена на данный смартфон. Презентация будет 9 ноября, и мне очень интересно, сколько он будет стоить. Скорее всего, он будет у меня на днях на руках. Расскажу на прожарке о нем. Но это, как всегда,
у Poco версии M, я думаю, будет дешево и сердито. Не забываем подписываться с колоколом, обязательно участвуйте в розыгрышах. Пишите в комментариях, на что бы еще хотели увидеть обзор. Послезавтра, я думаю, оклемаюсь, проведу стрим за прошлый месяц. Очень извиняюсь, приболел и не смог провести своевременно розыгрыш. Заодно обсудим перспективы, что еще вы увидите на канале до сейла. Там будут и новые ТВС наушники, включая филовские уже на руках, включая новые оноровские уже на руках, и 2 новых ультрабюджетных смартфона и, возможно, даже Poco M4. Спасибо за просмотр. Надеюсь, такой формат вам полезен. Делать ли топ-10 наушников под 11.11 пишем в комментариях. Цены смотрим в телеграм-канале или по ссылкам в описании к видео. Не забываем корзины и купоны, потому что это основное. Если у вас не будет купонов, супер жирных цен, к сожалению, не будет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!